Ну что, как говорится, всем доброго утра, 4К 60 FPS, Nord 4, и сейчас вы видите полноценный обзор на него. Вчера был на Realme 13 Pro Plus подобный, до этого на Pixel 9, до этого на Realme GT 6 китайской версии, в тех же условиях, с тем же раскладом. Напоминаю, что меня зовут Саня, полноценный обзор на этот девайс, разумеется, будет, я его покупал, канал Польза.нет. И насколько быстро, кстати, фокус отработал, вы сейчас видите. Фокус отработал быстро. Окна не идеально чистые, на то это и небоскреб. Основной модуль. Сегодня я с ним похожу и по метро, и еще много где. И расскажу вам что-нибудь о Малайзии, Куала-Лумпур. Это с одной стороны, с другой стороны вы увидите, как работает его основной модуль, фронтальный модуль и ультраширик. Вот так примерно вы сможете снимать. К сожалению, на ультраширик в 4К 60 FPS не перейти, но с другой стороны плавность решает. Как мне маркетологи вчера под обзором писали, Realme 13 Pro Plus не про съемку в 4К 30 FPS. То есть их кто-то методически обучил, что можно говорить, что смарт за тридцатник не должен снимать плавно и что он создан для телевика. И они после этого в комментариях лупят. Нет, нормально в 2024 году, чтобы смарт снимал более-менее плавно, желательно в 4К 60 FPS. Если этого нет, то стабилизация должна быть 4К 30 FPS. Если говорить про OnePlus, вот смотрите, у него максимум зум. X10, понятно, он абсолютно бесполезен, но, допустим, на X5 более-менее что-то можно разобрать. Наверное, все-таки лучше их не использовать, максимум какой-нибудь там X2. И все. Девайс, минимальный ценник, я помню, был 32 тысячи, в принципе адекватный, до 30-ки более чем. Рамка металлическая, баллов в Antutu всего 1 миллион, но зато внутренняя память UFS типа 4.0, поэтому система летает. И обзор полноценный еще будет, разумеется, на канале, но это будет позже. А сейчас, как всегда, на лайве примеры видео. Вот смотрите. Монорельс. Нет, это не монорельс. И еще монорельсы есть. Это просто электричка. X2, кстати. Ну и немного ультраширика, чтобы вы понимали, что в 1080p 30 FPS сильно хорошо не снимешь. Но они практически у всех, кроме топовых яблок с 48 мегапикселями, не являются образцом для подражания. Кстати, вопрос, видите, постановочное видео, постановочное фото, когда снимаешь что-то красивое, и ультраширик кажется не таким убогим, а он убогий. Максимальный зум на ультраширике отсутствует, вообще зум на ультраширике, окей. Так, ну и фронталка здесь убогая. В том же Realme 13 Pro Plus она 4К 30 FPS, но снимает она не лучше. Вот если вы будете себя снимать на эту фронталку, будет плюс-минус так, да, динамический диапазон ужасен, но опять же хуже, чем Realme 13 Pro Plus по камерам, которые продаются через постановочные фото для телевика. Я повторяюсь, вы если будете делать постановочные фото, даже на тапик за $100, с правильным светом и красивым местом, все у вас будет отлично. Начинаем прогонку Nord 4. Так, ну что, путешествие начинается на 4К 60 FPS. И повторяю, что у вас уже получается 1, 2, 3, 4 смартфона, с которыми можно сравнить по съемке. Realme 13 Pro Plus, Pixel 9, помимо этого еще Realme GT 6 китайской версии. И вот это вот 4-й смартфон в тех же самых условиях пытается снимать. Самое важное, разумеется, смотрите на стабилизацию. Почему? Потому что, ну, дело, допустим, не смотрибельное, что можно смотреть только кусками. Realme 13 Pro Plus я, конечно, посмотрел, но мне надо это смотреть, потому что я это снимал. Вы тоже посмотрите, чтобы вы примерно прикидывали, что, может быть, стоит подумать перед тем, как что-то покупать и не вестись на это. Ну есть 4К 30 FPS, ну не снимайте с этого девайса в 4К. Обратите внимание, как много здесь всего. И, надеюсь, он у меня не выпадет. Ничего не используется.
То есть вон баскетбольные площадки, футбольная. И вот что романтично реально, что вот первый этаж — это выход в мост до ЖД-станции. Ехать, к слову, 2 часа, и вполне возможно даже не приеду туда. Фронталочка в лифте будет работать вот так. Ну и те, кто не видел вчерашний ролик, то вот так выходишь с первого этажа, идешь направо и спокойненько проходишь по пешеходному переходу над дорогой сразу в метро. Он, кстати, до этого подло врубил 1080p 60 FPS. Если вы заметили разницу в качестве, я заметил, кстати. Но я не совсем понимаю, почему он переключил так. Переключил и переключил. Вот обратите внимание, что здесь даже охранник стоит перед зданием, чтобы никто из метро лишний сюда не забегал. Но опять же, вчера был дождь, сегодня дождя нет, можете насладиться. Такая тоже интересная все время вот эти электрички, погода в Азии. Что вроде бы дожди, указано там неделю дождей, но ты выходишь и либо ты идешь под каким-то навесом во время дождя, либо дождь заканчивается. То есть здесь, допустим, я еще ни разу под дождь не попадал, и сегодня даже не брал зонт, потому что постоянно есть либо навес перед автобусной станцией, либо автобус, в общем, везде. Бездомных много. Но говорю, что посмотрите, какие рядом здания. То есть такой вот шикарный кондик, и рядом поросшие деревцами 4-этажные здания. Ну и еще определенную местность. Так, штатно за час можно доехать, как я вчера и смотрел. 120 рублей, можно пройти пешком 2 километра, но лучше сэкономить силы, потому что день длинный. Говорю я, да? Ну и потому что не хочу заблудиться. Снова здесь есть лифт, эскалатор и, в принципе, ступеньки тоже отдельно есть. Но в основном народ пользуется эскалатором. Здесь он не открытый. Напоминаю, что здесь очень много владельцев ЖД-станций, поэтому они все разные. Все разные эскалаторы, все разная реклама, разное оформление и разные вагоны. Это интересно. Вот так по фэншую это все выглядит. Подъезжают электрички. Электрички довольно низенькие. То есть видите, где поручень, где потолок. Кстати, у электрички по сути нет водителя. Ну и постоянно включается подсветка почему-то у смартфона, я не знаю почему. Вот так. И все. Бургер Кинг, и где-то здесь я собирался попить кофе в Маке. Вон Мак. X2. Центральная развязка, можно сказать. И ЖД-станция. Короче, Мак очень даже дешевый. То есть полная, это тотал, видите? Нажаете на 22 и 1000 рублей всего чего. И для вокзала довольно просторный Макдональдс. То есть мало того, что дешево все для вокзала, вот, еще и просторно. Ладно, я как всегда преувеличил, вот это вот все, это не 1000, это 1400 рублей. Но, опять же, для Мака я считаю норм. Еще и с кофе. Наверное. Но если решите еду вблизи снимать, то это будет вот так примерно выглядеть. Вместе с кофе. И такая еще странная штука. Тоже с наггетсами, наверное. А вот теперь прикол. Только карточкой можно было расплатиться за билет. И если у вас наличка, то все плохо. Классическое ускоряющееся эскалатор. Кто-нибудь в детстве тоже эскалатор эскаватором называл. О, открытый. Надо бежать. Выглядит, конечно, шикарно. Правда, странно, что никого нет. В электричке. Может, я не туда еду? Есть ощущение, что я катаюсь как в Сингапуре по одним и тем же местам. Это из-за того, что огромные башни рядом. Ну, вот эти домики я уже видел вчера. Просто центр везде плюс-минус одинаковый. Вот видите это?
шпиль. Смотришь на него с разных сторон и кажется, что ты все время в одном месте, потому что он везде виден. 20 минут поездки и уже более-менее простой пейзаж. Да и не более-менее, а вообще простой. Хотя все еще Куала-Лумпур — это город. Все, локация. Для поиска. Так, ну что, постепенно выходим. Здесь тоже продаются билеты. Вот такой вот вход. Это на входе. Так, я так понимаю, что здесь есть бесплатный вариант прохода в эти пещеры и платный. Я пошел по платному, потом дойду до бесплатного. И вот так это все выглядит. Вообще я с опаской все время захожу в подобные штуки. Потому что, ну, вы сами прекрасно... Я видел сели в своей жизни на Даргавсе, когда две машины просто ушли в никуда. А здесь прям это все выглядит намного более опасно. Камушки камушками. Сегодня они вроде норм, а завтра они уже будут не норм. Вот туда диггеры всякие ползают. Я не понимаю людей, которые могут ползти туда и не боятся, что сдвинется что-то. Ну, здесь понятно. С другой стороны, вы хотя бы посмотрите, как все это дело будет выглядеть. Нет, здесь не пойду уже. Обратно пониже. Эхо. Вот он бизнес. Оборудовать внутри историю. И все, и продавать билетики. Кстати, билеты относительно не дешевые. То есть 15 их тубриков это примерно 500 рублей. О, вот это красиво выглядит, конечно. Очень. Некрасиво будет только когда или если это дело грохнется. Это бесполезный ультраширик ночью в 1080p 30 fps, чтобы понять всю глубину глубин. Очень высоко. Ну что, как говорится, понеслась. 4К 60 fps. Подъем вверх. Так, главное не выронить смартфон. Я только что долбанулся рукой вот эту вот штуку. И съемка прекратилась. Есть ли смысл сюда ехать? Ну, наверное, да. Это одна из достопримечательностей. Обычно сюда возят экскурсоводы. Хотя технически ты можешь из центра, получается, доехать за 120 рублей. Вот. Очень дешевый билет, я не знаю почему. Наверное, потому что не центр. А в центре между двумя станциями 120 рублей. А здесь 60. Такая матрица. О! И еще, как говорится, глубже. Ультраширик. Так. 4К 60 fps. Здесь говорить нельзя. Скорее всего, потому что если будешь разговаривать, может это все дело срезонировать и грохнуться на тебя. Мне так кажется. Такие вот пещеры. Страшно. Чтобы я не говорил вам, страшно. Потому что закрытое пространство. И в любой момент это дело может все схлопнуться. Так, ну и чтобы вам не было скучно, а я мог благополучным образом оправдать свою хотя бы одну страховку. Вот так. Если вы
спускаетесь в этой пещере, вы сможете снимать с одной руки, потому что второй лучше придерживать свой великолепный поход. Очень не люблю закрытое пространство. Вообще, я, конечно, не клаустрофоб, но четко понимаю, что в любой момент от меня независящий эта штучка может схлопнуться. Очень быстро. Особенно из-за вот таких вот штуковин. Еще туда можно зайти. Такой вот вход. Такой вот мини-бизнес. Сделал дырку в скале, точнее взял, экспроприировал дырку в скале, поставил 20 лошадей и продавай билеты. И все. Матрица. Вот то же самое, если бы вы снимали на ультраширик. Лучше бы не снимали бы, и я бы не снимал. И вот так вот грамотно переманивают представители Индии, незатейливых туристов, чтобы они зашли в платные пещеры, а не посещали вот этих вот прелестей, которые будут пытаться забрать у меня мобильник, еду, воду и все остальное. Параллельно здесь храм. О, смотрите, сколько здесь обезьян. Но если вы смотрите этот ролик, значит, они у меня не стырили в итоге смартфон. Хотя их, конечно, здесь бешеное количество. И не совсем понимаю, no shoes. Не, наверное, туда можно не идти. Это индийский храм. Здесь прям город обезьян. И куриц, и петушков. Не курить вейпы, не курить сигареты. О, орел какой. X2. Не зря я сюда приехал. И собака пытается съесть обезьянку. Вот и еще птичек там внутри очень много. Это а-ля зоопарк импровизированный. Нет, надо до основной локации дойти, а потом уже идти во всякие зоопарки. В общем, здесь сооружений наделали просто бешеное количество. Разумеется, чтобы все это дело монетизировать. Но эта идея неплохая. Хотя база вот там, вот вы видите, там где ступенечки. А все остальное это не база. Batu Caves. No shoes. Угу. Снять кроссовки и забыть. Не-не-не. Спасибо. Я как-нибудь без храма обойдусь. Можно остаться и без кросс. Ввиду объемов представителей Индии. Ультраширик, чтобы понять всю глубину глубин. Ультраширик. Еще раз. Баланс белого, конечно, у нас. Всем любителей пеших прогулок посвящается, да? Наверное, сверху буду снимать, когда пойду. Здесь у нас громко не кричать, но не бегать и в юбках не ходить. В принципе, все. Погнали. Ха-ха-ха. И оттуда тоже может любая штука упасть. Вообще не люблю такие же. Вроде не экстрим, но технический экстрим. Потому что ты идешь и смотришь на большие камни, которые над тобой, сталактиты, правильно, свисают в ожидании, когда им захочется на тебя упасть. И еще разок. Живность. 4К 60 FPS. Привет. X2. Мне не кажется, что ему нравится, что его снимают. Вот как раз, кстати, трещинки, о которых я говорил. Где вот трещинки говорят о том, что рано или поздно все эти камушки пойдут вниз по этой великолепной лестнице. Обезьянка ожидает что-то попить, но не понимает, как открыть. Выдергивают все. Банки, телефоны. Уже видел, как банку выдергивала. Так, я не смотрел прероллы, что там. Я обычно просто беру
поинты локации. И поэтому вижу с вами впервые это дело, одновременно снимая. Ну вот это прям уже другого левела пещерка. Прям совсем другого. И вид, конечно, отсюда очень даже интересный. Ну что, плюсом в карму за то, что цену на воду не гнут. То есть на самом верху вода стоит 70 рублей. Я не знаю, где бы еще 70 она стоила. В Доминикане бы она стоила рублей 400. Хотя не факт. Может быть, там уже более все френдли. И вот так все это дело выглядит внутри. Притом бесплатно. То есть то, что я попер за 500 рублей в какую-то сомнительную пещеру, это исключительно моя тутунга сработала. С другой стороны, я пещеру еще одну посмотрел. Здесь, конечно, выглядит все это супер эпично. Главное смотреть, что у тебя над головой, да? И фронталка в таком месте must have, чтобы, да, ощутить всю глубину глубин и всю высоту высот. Зато не зря скатался. И еще одно эпичное место. О, сюда аж большие камеры берут, а я вот не взял. У меня такая же на 400 миллиметров. Ха-ха-ха. Много всего чего. Много закрытых входов, чтобы народ там не похоронился. Выглядит эпично. Обратный поход. Такая вот всякая прелестная зелень. Прелестная живность. Там бегает курица. Народ молится. Молится, наверное, чтобы на них ничего не упало. Хотя над ними крыша. Вот. А вот здесь крыши нету. Только на входе сетка. Так что мини-экстрим. Нужно всегда следить над тем, что над тобой. И чтобы вы понимали по поводу не повторяюсь, я иду, мне жарко, мне 550 телефонов в руках, и я не оправдываюсь, но это же опять же, в первую очередь, тест возможностей камеры, то есть параллельно я еще фотографирую и кружочки вам снимаю в телегу. Там может побольше даже инфы, чем здесь. Не может, а побольше. Что в ролике все нельзя говорить, а то забанят. Вот хочется сказать, пусть себе лучше в голову побьют. То есть они радуются акустике, но не понимают, что от подобных звуков и вибраций вероятность того, что вот эти вот все камушки начнут падать значительно быстрее, не трогает их вообще никак. Это раз. А два, при входе написано никаких звуков, а сами они здесь устраивают лютейший расколбас. Я хочу отметить, что обезьянки, они не тупые, они туда не идут, они тусят на входе. Потому что память жива. Я уверен, что здесь уже не раз что-то куда-то падало. Забавнее всего, что обезьянки живут на вот только правой стороне, на деревьях. На левой стороне их нету. Но, во всяком случае, я их не вижу. Только представители Индии там бегут. Вот, а обезьянок нету. И вот там раньше, наверное, был вход. О, привет, ты еще не стырил у меня нор. Ну, мороженое, они еду пока пытаются тырить. Наверное, все-таки их подкармливают. Поэтому телефоны им не нужны особо. Ну и мне кажется, что они уже достаточно их раз воровали, чтобы понять, что это абсолютно бесполезная тема. К слову, когда я не выделывался, я уже весь мокрый. То есть влажность здесь просто космос. Вот такие сложности в переносе вещей здесь. Это, конечно, жесть. Ноги прокачиваются капитально. Хотя не сказать, если честно, что там прокачаны ноги. Скорее всего, все за счет позвоночника. Выглядит эпично. Эпично. То есть, если ты сюда приехал, прыгнуть на электричку хотя бы в последний день, для того, чтобы ощутить весь колорит
опять же, примерно прикидывая, что вот эти вот трещины это не просто так, можно или даже, наверное, кому-то нужно. Ну и вот пусть в многих вещах я имбецил, и мне безумно не везет, но в таких вещах, как, допустим, должна быть ужасная погода. Неделю, нон-стопом дожди. Вот сколько я же выхожу каждый день. Дождей нету. Ну или они есть, но когда дожди, я почему-то вне их досягаемости. То же самое по локациям. Мне кажется, самое прикольное, вот не под палящим солнцем и под дождем, а как раз в это время туда идти, потому что во время дождя можно навернуться, это дополнительная опасность. А при солнце 300 тысяч раз можно получить тепловой удар. Потому что да, если ты даже если ты на опыте, я говорю, вот эти все рассказы про то, что лучше бегать под солнцем, да, я не согласен с теми же а-ля врачами ютубовскими, которые рассказывают, что у тебя пенится кровь, но и с другой стороны перенапрягать организм смысла нет, не просто так придумали кондиционирование и комфорт. Ты же хочешь ресурс организма продлить, а не укоротить какими-то безумными нагрузками. Так что в такую жару тоже в топку бегать организму и так плохо. А мог бы попасть вот в этот дождь, который вы не видите. Или видите? О, видите X2. X1 тоже видно чуть-чуть. Через 40 минут поездки я заметил, что вот такое романтичное стекло здесь. И фронталка в идеальном свете. Ну, освещение, правда, великолепное. Холодный свет. Его достаточно. Теней практически нет. Финал. В общем, один день убивается при поездке в эту штуку. Хотя можно, наверное, еще что-нибудь посетить, но кайфа будет мало. Вечный вчерашний фонтанчик, ну как без них. И опять, каждый раз, когда я подхожу к какой-то локации, заканчивается дождь. Еще раз автопарк, видите, какой разный здесь. Ну, не Абу-Даби вообще. В плане супер дорогих машин. Все довольно экономно. И толпы не идут по какой-то стране, а просто толпа на толпу. Копия Сингапура, но чуть грязнее. Нужно постоянно смотреть, чтобы телефон работал, потому что очень часто отключает запись просто потому, что сенсор срабатывает. Я в телеге много раз скидывал это дело. Очень сильно удивляет и не радует. Еще немного прогулки. Прям нереально бесит сенсор, потому что ты снимаешь, и он потом обрубает просто. И из веселого я, по-моему, первый раз в итоге не еду на метро, а иду довольно странным походом между этими двумя станциями, про которые я говорил, 120 рублей. Потому что одна станция 120 рублей 1,5 минуты, и на другой ветке получается 17 станций 50 рублей. Какая-то очень странная штука, и здесь идти быстрее, чем ты по переходам будешь ходить туда-сюда, чтобы проехать. Во всяком случае, по навигатору. А про машины, еще раз повторяюсь, вот видите, сколько в автопарке здесь моделей. Китайцев я здесь практически не вижу, я вам скажу прям откровенно. То есть корейцы, немцы. Может, есть китайцы. Может, вот та вот машина это китайская. Скорее всего, но не факт. Но в основном Япония, Корея. Очень много Hyundai, очень много Шкод, очень много Тойот стареньких. Да, здесь я и шел. И вот так днем все эти индийские штуки. Я думаю, их вам сегодня... Такое ощущение, что я по Индии гуляю, а не по Малайзии, да, в Куала-Лумпуре. Ладно, завтра уже будут X2 для примера. Завтра уже будут бабочки. Скорее всего, Xiaomi 14T Pro. И после него уже будет, я думаю, iPhone 15 Pro Max или iPhone 15 и, наверное, iPhone 15 Pro.
Может быть iPhone 14 Plus, ой, 16, точнее iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro и может быть еще iPhone 16 Plus, но это не точно. И фотографии я тоже наделал, поэтому обязательно смотрите мою личную телегу. На фронталку, с фронталки на основу не перейти, с ультраширика на основу не перейти, даже 1080p 30 fps. Это, кстати, конкретный облом, что с ультраширика ты не можешь вообще никуда переходить. И автофокуса тоже нет, получается. Или есть? Если он и есть, то я его найти не могу. Есть какой-то? Наверное, нету. Не вижу его. Это ультраширик, на который вы типа, когда, извините за мой язык, под вечер. Ну, в общем, печальный ультраширик. И гироскоп меня местный тоже задолбал. Вообще, Норд такое ощущение, что допилен на уровне редмика какого-то супер печального. Всякие приколюхи. Ну, выбора мало. Во всяком случае, те магазины, в которых я хожу, не скажу, что там море. В 7-Eleven вообще все печально. В индийских магазинах тоже не волшебно. Молоко хорошее, кстати, мне понравилось. Обычно не пастеризованное. Ну, как говорится, главное не словить ничего в период поездки. Если не словил ничего, уже миссия выполнена. Потому что, как я в Японии двое суток лежал просто, это очень плохой вариант поездки. Здесь я завтра, если еще день отбегаю, то все, mission accomplished. Немного местного шмота. Вот такие вот платья. По 450 рублей. Овощи. Всякие приколюхи. Надеюсь, все плавненько. Потому что я стараюсь держать плавненько. Неужели я сошел в 7-Eleven? Вау. Еще и рядом. Салапау. О, 7 Days здесь. Мороженки. Штатные, как в Тае, только дешевле. Притом дешевле в 3 раза. Очуметь. Шоколадки с Грейт Дилсами. Starbucks. Здесь все-таки есть Нескафе. И вкусняхи. Чупа-чупс. Гадости. Снеки. Еще снеки и игрушки. Сосиски. И цены на них. Нажал на 30. Хотя здесь нет уже ничего. X2, и, кстати, адекватные цены на переходники. Всего 150 рублей. В Абу-Даби там 2000 самый дешевый был. И купил газету. Хотя мне кажется, что это не малазийский, а китайский. Чему я, кстати, несказанно рад, то что сейчас я, во-первых, снимаю против солнца, туда и смотреть не особо приятно. Потому что из рук у меня в итоге аппарат не выскользнул ни разу. Хотя это было близко. Учитывая, что он в металле, я допускал, что все это может закончиться печально. Но этого не произошло. И ролик вы увидите не с разбитого Норда 4, а с нормального. Насчет всего остального, очень сильно впечатление испортил его тач, прям безумно. Я не знаю, как он будет у меня игры отрабатывать, но я прям уверен, что подобные глюки, они присущи всем. Хотя, опять же, уверен, вот в моем девайсе так. Вам что важно? Как в моем. Вашим все по-любому волшебно. А уж в девайсах, которые были на старте продаж, на обзорах, там по-любому все прям вау. Никаких проблем. А вот так примерно вы сможете снимать на это устройство с одной руки плавненько в идеальных условиях для освещения. Здесь сейчас не холодно, не жарко, солнышко не мешает. Ну что, последние метры. Не такая уж громкая электричка, или я уже привык. Не такие уже заплесневелые здания с людьми внутри.
А внутри, кстати, выглядит все очень даже неплохо. Как говорится, главное, как внутри, а не снаружи, правильно? И легкий дождик. Вот так. Скоро и закончится эпопея Нарда. Во всяком случае, вы еще увидите на него обзор. И одним кадром, и обзор, сравнение с чем-нибудь там. Я попробую сравнить его с чем-нибудь за 30-ку. Разумеется, это не Realme 13 Pro Plus будет, потому что сравнивать что-то, что не способно вообще снимать видео. Я говорю, как продавать, ну как-то продают, вообще грамотно все это. Если посмотреть общее настроение от Realme, для общества так все сформировано, что прям вау, Realme такие молодцы. Вот смотрите, если остановиться, очень неплохая картинка, прям очень. Так вот, общество сформировано уже, которое требует телевики. Еще бы не забыли моделей и, в принципе, ну, постановочные же фото, окружение и все остальное, чтобы шло со смартфонами, и все. И профессию. X2, фотограф. Финальное лобби. Крестик. И Resident Lift. Ага. Ну что, как говорится, окончание банкета на Норд 4. Я как раз зашел и начался опять дождь. Вы заметьте, все-таки где-то в каком-то месте этой вселенной я везучий, в каком-то нет, как всегда. И вот так вы сможете снимать, как вы катаете куда-то, что-то снимаете на этот великолепный смартфон, на основной модуль, потому что ультраширик ужасен, телевика нет, а фронталка, сами видели какая, считайте, ее тоже нет. Ну и резюмировать я бы хотел довольно стандартно. Почему? Потому что мы это уже делали с вами. Единственное, я не включил флеш, как вчера, допустим, включал флеш для того, чтобы подсвечивать. Так как я делаю, получается, выход. Это выход в режиме уходящего солнца закат. Режим уходящего солнца у солнца. Если говорить о этом смартфоне, основной модуль по видео меня, в принципе, устраивает. Насколько он устраивает вас, решать вам. По сравнению с какими-нибудь там Realme, которые стоят также 30-ку, повторяюсь, я весь ролик про это говорил, потому что вчера я весь день мучился с этим смартфоном. И я не понимал, за что я заплатил такие деньги. Ну, так как я его тоже купил, и Pallas я его купил. Pallas, да, у него тач глючил капитально. У GT6 у китайского, допустим, основной сенсор не очень. Pixel 9 это вообще дно за $700. На Тензоре вы можете посмотреть и на него обзор одним кадром. Не одним кадром, а вот такой вот обзор. Один день в Маниле. Если говорить о еще планах. 14T Pro, iPhone 16 Pro Max и iPhone 16. Может быть еще iPhone 16 Plus. В планах вот на такие 20-30 минутные обзоры. Локации еще есть в Куала-Лумпуре, поэтому есть еще куда ходить и что снимать. Если говорить про мои ощущения, повторяюсь, от смартфона, я бы его не брал из-за тача. Хотя обзор на него еще буду делать прожарку, буду делать обзор одним кадром. То есть на каждый смарт у меня все равно 3 обзора, эти просто выиграли в лотерею. И они со мной улетели, так как я куда-то улетаю и все равно делаю какую-то съемку. От вас, если вы хотите продолжение подобного банкета, а через неделю, где-то полторы, я возьму еще 5 смартфонов, потом я возьму еще в Белград, наверное, смартфонов 5 тоже, если не больше. И могу поделать такие же маленькие обзорчики для того, чтобы вы понимали, как вы снимали. Насчет фразы «покупай штатив», у меня есть несколько штативов, вы об этом прекрасно знаете, DJI-евские, не только, я делал на них обзоры микрофонов со мной, начиная от Boya и Родов за 30-ку, как этот смартфон стоит, просто тоже море. Но я стараюсь имитировать съемку рядового пользователя. Если вы думаете, что у вас рука больше набита, чем у меня, что вы всегда в любой позиции, под дождем, люди вокруг, бежите вы куда-то, опаздываете, сможете снимать с 2 рук, с правильного ракурса, постановочное видео, флаг вам сами знаете куда, почему? Потому что все это идеальный мир, и в идеальном мире единственное, что вы можете как себя облегчить жизнь, это купить стабилизатор. Вот со стабилизатором намного все лучше будет. С другой стороны,
Стабилизатор это уже не мобильность. Когда говорят там Sony Z10 VE я не покупаю и не ношу с собой, потому что он большой, это когда у тебя стаб и телефон, ты уже звени, ты можешь купить себе уже беззеркальные фотоаппараты, он будет выдавать картинку в тулярд раз круче, чем этот смартфон или еще какой-то другой. Для примера, посмотрите, у меня 4 обзора на iPhone, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, все подсъемы были на Sony FX3 с его родной оптикой. Ну, это небо и земля. Если вы не видите, скорее всего, вы смотрели их на каком-нибудь там ВК. Вот, потому что наши отечественные платформы шакалят видео так, что невозможно потом смотреть ни на телевизоре, ни на компьютере. Мне просто уже даже в прошлых комментариях были, по-моему, на Realme, где обзор на ВК. Во-первых, я чумею грузить туда, когда-нибудь, может, загружу, а во-вторых, основной момент это не то, когда и как я его загружу, а то, что там качество будет хуже, чем у вас на смартфоне, то, что вы сняли. Вот и все. Поэтому, хотите помочь каналу, напишите комментарий, чтобы я продолжал, напишите, поставьте лайк, подпишитесь на ТГ Скидок, основной канал Польза.нет, и вот напишите «Еще хочу смартфона». А ну, копай дальше. И я буду копать. Огромное спасибо всем, кто без блокировок рекламы посмотрел. Это дополнительная мотивашка всем блогерам. Смотрите, контент еще есть. Никто за месяц не загнулся блокировок. И за это вам тоже особое спасибо, потому что если у вас есть способность 2 раза кликнуть и прочитать какую-то литературу для того, чтобы помочь исправить Google и его сервера, мы же все прекрасно знаем, что вы можете это сделать, у вас это дело у многих получается. Спасибо вам. Вот. Девайса от меня пока нет из-за сенсора, однозначно. Смотрите мою личную телегу по поводу исходников фотографий, смотрите кружочки, как у меня глючил тач. Добра и удачи вам, дорогие друзья. И да, для финала чуть-чуть еще. Вот закат. Закат без окна. Все. Еще раз всем удачи.